Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим про нейросеть Midjourney. Расскажу, как зарегистрироваться, какую лучше последовательность вводить в своем запросе, и помимо этого разберем все настройки, как лучше настроить. Для этого обязательно смотри видео до конца. Погнали! Первым делом, если вы еще не зарегистрированы на бирже Bybit либо Binance, обязательно регистрируйтесь, получаете максимальные бонусы и скидки. Ну а теперь мы перешли в midjourney.com и, соответственно, что тут нужно сделать. Чтобы зарегистрироваться, если вы первый раз смотрите это, вам нужно нажать Join the Beta. После этого вас перекинет в Discord и, соответственно, оттуда уже будем работать с ботом. Теперь, что хотел сказать. Почему я начал снимать это видео? Потому что Midjourney, так или иначе, нейросеть, которая будет связана с NFT, да и не только она. Поэтому, так или иначе, в сфере криптовалют это тоже будет применимо. Помимо этого, если вы не в курсе, основатель Midjourney — это человек, который работает в исследовательской компании NASA. Помимо этого, есть адвайзеры Apple, Tesla и так далее. То есть тут реально крутые ребята. Ну, давайте не будем задерживать, переходим сразу в Discord. У меня уже есть, для этого вам нужно будет просто подтвердить, авторизоваться, и вы попадете вот в такую группу, комнату, Midjourney называется. Что тут нужно сделать? Во-первых, вы можете почитать все новости, какие новые версии, что дает, в принципе, каждая кнопочка, но сейчас я это все расскажу. Что вам дается всего 25 бесплатных попыток, чтобы создать свою иллюстрацию. Если хотите продолжать, вам нужно будет купить версию, но некоторые обходят просто через режим инкогнито, через браузер, заново заходят в браузерную версию Discord и добавляют бота. Это можно сделать, в принципе, очень легко. Теперь давайте поговорим. Мы зашли в эту комнату. Что мы с вами видим? У нас есть различные комнаты с названием Newbies. Нажимаем. И вот тут ребята свои иллюстрации сразу показывают. Тут можно посмотреть, кто что выполняет, какие промпты, запросы и так далее. Все это можно почитать. О всех настройках мы поговорим чуть попозже. Сейчас я расскажу, как сделать правильную последовательность, чтобы была более детализированная иллюстрация. Итак, что мы имеем? У нас есть комнаты, вы можете прямо здесь вписывать через кнопку слэш определенные значения, но вы можете добавить на отдельный сервер. Вот, например, у меня есть отдельный сервер этого бота, чтобы было удобно, чтобы другие запросы вам не мешали. Для этого что нужно делать? Мы нажимаем Midjourney Bot, и вот здесь вот кнопочка «Добавить на сервер». Нажимаем «Добавить на сервер», выбираете вот здесь сервер, который у вас есть. У меня уже готово. Давайте перейдем. Чтобы начать создать что-либо, нам нужно поставить кнопочку слэш, у нас открывается контекстное меню и Imagine Prompt нажимаем. И тут на английском языке мы через запятую вводим те значения, которые хотим увидеть. Сейчас мы будем пробовать. Сразу скажу перед тем, как я буду вводить, что не нужно делать, что нужно. Первое, что хочу сказать, интересные варианты попадаются, если вы скрещиваете два главных объекта. То есть не просто человек, да, или human, а, например, человек и ящерица. И он это скрещивает, получается что-то интересное. Второе, это не используем слова отрицания, то есть некрасивый, не смешной. Лучше использовать сразу утвердительный, то есть смешной, злой и так далее. То есть не кнопку, не слово не используем. После того, как мы ввели основной параметр и объект, уделяем большое внимание конкретике, чтобы нейросеть поняла запрос. То, как у нас в голове это выглядит, чтобы у нас максимально похоже было на картинке. И уже где-то в конце обязательно нужно указывать фон, освещение и определенную стилистику, там кинематограф, либо игровой какой-то сегмент и так далее. Давайте попробуем. В самом начале нам нужно ввести основной параметр. У меня это будет фотография, чтобы у нас был один, можно сказать, объект главный. И вот теперь вводим основные объекты. То есть я могу ввести просто человек, могу ввести ящерица, а введем человек ящерица. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну или я не знаю, давайте человек рысь посмотрим. И теперь нам нужно описать детали, которые будут с этим основным объектом. К примеру, я пишу зеленый плащ и красное оружие. К примеру, да, ставим запятую, вообще можно более детально все описать, я просто вам показываю пример. Далее я напишу, какое у нас будет освещение. Неоновое, фиолетовое освещение, к примеру. И после этого мы уже добираем стиль. Ну, к примеру, игровой стиль и ультрадетализация. Все, после того, как у нас, это самый простенький промпт, можно сказать, после того, как у нас все готово, нажимаем копировать, отправляемся в промпт и нажимаем.
Все, у нас в течение минуты-полторы, а то может и меньше, обработается запрос, и нейросеть выдаст нам 4 основные картинки. Давайте посмотрим. В принципе, вот уже выдалось, сейчас обработается и конечный результат покажу. На самом деле получился очень крутой результат, можете посмотреть. То есть вот такого героя, супергероя даже в комиксы засунуть, он реально будет круто смотреться, такого нет. Что-то типа Черной Пантеры с Доктором Стрэнджем, я не знаю, как еще назвать. И вот здесь, смотрите, у нас есть 8 кнопочек. У кнопка это показывает, какой вариант нам сделать в лучшем качестве, то есть оставить один из вариантов. Ну, к примеру, какой мне больше всех нравится, это, наверное, вариант. И да, они все, в принципе, прикольные. Ну, давайте возьмем третий вариант. И V1, V2, V3 это из этого варианта, еще 4 похожих нам покажут. Вот, собственно, конечный результат мы можем увидеть. Нажимаем «Открыть в браузере», открывается хорошее качество. Вполне круто, посмотрите, как это выглядит, действительно достойно. Мы можем это все сохранить, я лично сохраняю все свои варианты. Теперь давайте пройдемся по основным настройкам. Для этого, где кнопочка «Написать», мы также вводим слэш, кнопка «Setting» нажимаем и Enter. Нам высвечивается вот такое меню. Давайте разберем, что означает каждая кнопка. Ну, в принципе, верхняя строчка довольно-таки понятна. Это версия приложения Midjourney. У нас стоит 4-я. Первая не такая детализированная, вторая уже получше, соответственно, 4-я самая интересная. Дальше у нас Niji-мод. Niji-мод это, в принципе, если вы хотите в стиле аниме, если было, включаете его. MG-тест и MG-тест фото это реалистичные фото, можно сказать, черно-белый вариант даже может показаться. Дальше у нас идет Half Quality, Base и High Quality. В принципе, большой разницы я здесь не увидел, поэтому у меня по стандарту стоит. Дальше у нас Style Low, Style Med, Style High и Very High. В принципе, по стандарту у нас стоит High. Если читать, так сказать, white paper, если можно так назвать, там написано, что данный параметр отвечает за художественность. То есть, как это более художественно. Если вы делаете фотографии, то есть Very High, я думаю, не стоит делать. Дальше у нас Upscale. Это уже параметр готового изображения, насколько будет детализировано. После этого у нас есть Public Mode и Still Mode. Что это такое? Грубо говоря, если у нас отдельный бот, здесь можно ничего не трогать. Если мы именно в Midjourney делаем, Public Mode это весь ваш готовый материал будет виден абсолютно всем. Still Mode, то есть это только для вас, чтобы никто это не видел. После этого у нас есть Remix Mode. Очень интересная штука, если вы совмещаете две фотографии, то есть URL, ссылку вставляете, потом через пробел вторую и вводите какие-то значения. Оно совмещает из двух фотографий, делает одну. Достаточно интересно, можете посмотреть. И после этого Fast Mode и Relax Mode. Это относится более к платной версии, потому что у нас есть тоже определенное количество минут в платной версии, за которое, то есть Fast Mode в течение минуты обрабатывает. После того, как у вас эти минуты закончатся в платной версии, перейдет на Relax Mode, чуть дольше это все будет обрабатывать. И, кстати, друзья, кто затрудняется вводить какие-то промпты, не может что-то придумать, есть определенный сайт Prompt Hero, где можно посмотреть различные варианты. Вот здесь Midjourney нажимаем, и тут ребята выставляют именно свои интересные композиции. Можете на любую нажать, и рядом появятся вот эти промпты. Ну, промпты по-простому это запросы. Друзья, ну и в своем телеграм-канале я выставлял про эту нейросеть, также будем разбирать другие. Присылайте в мой телеграм свои готовые результаты, посмотрим, что из этого выйдет. Увидите определенную новость по этому видео и в комментариях присылайте. Обязательно ставьте лайки. Всем пока.